Сегодня 4-й день класса. Мы работали на Ленинградке в Гурзуфе. Вид на море через крыши, вид на Ленинградку вниз. Иногда подкрапывал дождик, но ничего. Там есть волшебное место под навесом у красивого дома. И мы там приютились. Рыжий кот лежал на мотороллере, пока его не согнал дождик. Я его немного пописал. Сегодня был день дизайна. День, когда можно все в живописи. Все законы понятны. Теперь нужно выразить себя, найти решение, может быть, одного и того же мотива, совершенно различные решения писать. И не обязательно красное красным. Таким образом происходит раскрепощение. Ты понимаешь, что ты владеешь тоном, возможности твои безграничны, ошибок нет. Главное попадать в тональность больших пятен, чтобы они не спорили друг с другом. И задача может быть решена совершенно невероятным для тебя же образом. Несколько вопросов, а потом в конце ролика я покажу то, что мы делали. Казбек Бутаев. Вячеслав, но в монохроме тоже можно добиться теплохолодности. Есть материалы, которые позволяют этого добиться. С уважением, Казбек Бутаев. Имею в виду, что черный цвет имеет различный оттенок. При монохромной работе я пользуюсь только одним цветом, ну и белило. Ну да, опять же Цорна давайте вспомним. У него же не было холодных красок. Только черная. Черная, охра, белила и красная какая-то там, киновер, я не помню, как она называется. Все. И в сочетании с теплыми, да, вот охра красная плюс белила и черное что-то, черное серое в разбеле работало как холодное. Ну и естественно, если вы берете индиго черную или кость жженую, они разные. Кость жженая теплая, индиго холодная, и это тоже может сработать. Совершенно с вами согласен, Казбек. Тут все дело в том, чтобы научиться замечать тонкие нюансы отношений тонов. Прям нюансы. Собственно, этому и посвящены все мои классы. Научиться видеть нюансы. Я показываю на примерах, как это сложно и как это работает, когда ты улавливаешь этот тонкий нюанс. Елена Трофимова. Я не профессиональный художник, я любитель, но я профессиональный музыкант. И вот по аналогии с моей профессией у меня сложилось такое мнение, что этюд – это и есть этюд, то есть отработка какого-то определенного навыка, к примеру, тональные отношения, цветовые отношения композиции. Конечно, высший пилотаж – все это в комплексе. И так же, как в музыке, навыки, отработанные в этюде, затем используются в музыкальном произведении. Но это мое мнение, хочется узнать мнение мастеров. Вы знаете, Елена, этюд этюду рознь. Если это отработка навыка, это учебная работа. Она может быть большая, и это тоже будет этюдом, потому что это отработка навыка. Но если ставится задача, Дебюсси, например, этюд, как музыкальное произведение, то оно закончено совершенно само по себе. И такие примеры есть, когда небольшая работа по формату кажется такой фантастически точной, так взяты отношения, что она завершена. Это не отработка. Это в маленьком произведении есть все. Ну, хорошо, бриллиант, камея, там вообще размер крохотуличный, но это все завершено. Но смотрите, можно же приготовить вот такой торт, правильно? И из этих же ингредиентов приготовить маленькое пирожное. Это завершено. Оно достаточно, особенно на ночь. Вот это маленькое. Ну, конечно, не одно. Более того, я предлагаю учиться живописи на малых форматах. Вот сегодня Елена, которая, коллега, студент, она сказала, что моя ошибка была в том, что я брала большой формат. Сегодня она взяла малый формат и так раскочегарилась, так все это пошло, просто другая живопись. В малом формате ты вынужден работать общо, ты мыслишь общо, большими массами, у тебя нет возможности там ковыряться. Ты все раскладываешь, что видишь на составные, мозаика, надо делать эту мозаику. И добиться того, чтобы эти мозаичные пятна между собой были согласованы, работали.
3 плана. Передний может быть нерабочий, он как вход в картину, Как да, пространство некое, что-то есть. Вот как эти вот елочные игрушки в этом фильме про баню с легким паром. То есть он не рабочий, он не в фокусе. Задний план тоже подчиняется, он тоже как бы может быть условно решен, а работает средний. То есть ты через передний подходишь к главному, отражаешь его, и следующим ты завершаешь всю эту систему. От То себя есть еще все надо подчинено. добавить. И первый, и задний подчинены среднему. Юлия Керимова. Есть ли закономерность в том, что знание пропорций человеческого лица вроде бы дают уверенность портретного сходства, но порой пропорции не соблюдаешь, а очень все похоже. А высчитываешь до умопомрачения и не похоже. Есть ли тут правило или закономерность, или это просто удача? Ну, что уж там говорить, шаржи. Ну, все обострено. Подбородок какой-нибудь такой, значит, ты его обостряешь еще меньше. Если он такой побольше, значит, ты делаешь вообще вот такой. Дело в том, что мы обостряем в рисунке пропорции, но для того, чтобы их обострить, нужно видеть, какие они есть, в сравнении вообще с другими подбородками других людей. И преувеличивать это, растягивать. Это же можно делать и в пейзаже. Не только в портрете или фигуру ты обостряешь. Но, естественно, все это гармонически, есть предел обострению. Ты же не можешь вытянуть там ноги на 2 метра. Да? Это будет уж перебор, это будет совсем шарж такой обостренный. А в портрете очень многие художники обостряют, и я за то, чтобы обострять. Чем больше ты рисуешь, тем больше ты начинаешь замечать отклонения от нормы. Там у человека чуть меньше глаза, чем обычно. Ты еще вообще маленькие делаешь. Они близко посажены, ты еще в кучу вообще. Если далеко посажен, ты можешь глаза вывести вообще за пределы лица. У меня такие есть шаржи, рисунки. Это очень весело и очень интересно. Я за то, чтобы обострять, и мне кажется, это очень верный ход. Вообще шаржи нужно рисовать на друзей прям каждый день. Это сильно развивает рисовальческие способности. Так что давайте рисовать. И, кстати, у меня по рисунку есть тоже уроки. Хотите посмотреть? Вот, например, анонс для примера. Заходите в школу, там скидки есть 10% на все уроки. Друзья, у меня хорошая новость. Мы будем рисовать. Я подготовил урок по наброскам карандашом. Мы будем рисовать обнаженную женскую модель. Она будет на экране, вы будете ее видеть. Вы будете видеть бумажный лист, на котором я рисую карандашом. И вы будете видеть конструктивную часть рисунка. Я покажу некий прием, который позволит вам не ошибаться в построении объема. Фактически мы будем рисовать объем на плоском листе бумаги, на плоскости. Почему фигура человека? Потому что это самая сложная форма в природе. И если мы научимся ее рисовать, мы сможем нарисовать все, что угодно. Мы будем потихонечку изучать человека. Этот урок не для новичков. Фигура человека сложное дело, тем более наброски. Но даже если вы никогда не рисовали фигуру, я предлагаю с ним познакомиться, чтобы почувствовать красоту рисунка и силу ваших возможностей. Я хочу заразить вас рисунком.